Стрельцы, здравствуйте! У нас прогноз для вас на ноябрь месяц. Давайте посмотрим, что вас ждет в ноябре по всем сферам жизни. Посмотрим на Таро, получим совет предупреждения, потом мы посмотрим на Кипере. Кипер нам скажет сюрприз, неожиданность для вас. Также мы получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет прогноз на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Стрельцы, что вас ждет в ноябре? Первая карта у нас это дом, семья, что у вас будет происходить. Сфера чувств, отношений, эмоций. Профессиональные вопросы. Финансовые вопросы, деньги в ноябре. Ну и для кого это интересует, это обучение или поездки. На дне колоды... простите, еще не достала вам совет или предупреждение. Да, ну, совет хороший, да, быть счастливым. На дне колоды тройка кубков. Да, у кого-то здесь, смотрите, туз. Может быть, кто-то, если кто-то учится из стрельцов, это удачная сдача экзаменов. Также это может быть, наоборот, начало обучения в какой-то слаженной команде. Также тройка – это получение работы, это получение результата того, над чем вы трудились. У кого-то может быть новый проект, то есть вы сдаете, получаете прибыль и начинаете что-то новое. Также это сдача, как я сказала, экзаменов, прохождение тестов, это подготовка к свадьбе, это помолвка. Также известия какие-то очень приятные о том результате, куда вы вкладывались. Для кого-то, может быть, это беременность или рождение малыша. Маг. Ну, тут победа какая-то очень. Здесь вы можете получить какую-то индивидуальную работу, вы можете получить признание, добиться победы в каком-то вопросе, но это маг. В каких-то переговорах. Ну, например, вы работаете на себя. Это с кем-то составить разговор и получить какой-то хороший проект. Или получить работу. Может быть, влиться в чей-то проект. Но для этого вам нужно будет показать свое красноречие, коммуникабельность, ну и то, что вы умеете. Конечно, это может... Угу. Да, тут вот семерка, и может быть башня-то... По семерке-то вы можете работу поменять. Так, еще это может быть... касаться отношений, потому что у вас здесь девятка. Так, ну давайте мы начнем сначала. Мы сейчас будем уточнять, чего касается эта тройка. Дом, семья, двойка пентаклей. Ну, много дел у вас по дому. Но вы совсем справляетесь, успеваете. И домашние дела, и за семьей, ну, для женщин, например, и с детьми пообщаться, и дома дела сделать. Также двойка говорит о, может быть, не хорошем финансовом положении. Может быть, денег, как бы вы справляетесь, да, выкручиваетесь, но денег мало. Хотя по деньгам здесь... Тут может быть еще, знаете, что выбор. Может быть, вы что-то хотите купить. Это взвешивать свои возможности. Это может быть выбирать, где скидки. То есть купить что-то подешевле, но похуже, или подороже, но получше. Давайте мы уточним, с чем у нас двойка. Да, какая-то покупка в дом. Может быть, машины. Может быть, какой-то недвижимости. Это может быть участок земли или недостроенный дом. Или знаете как, дом или квартира, но без отделки. То есть туда нужно еще деньги вкладывать. Поэтому вы тут взвешиваете. Тут вот траты именно, деньги от новой работы, или здесь траты на строительство, что-то вкладывать. Я больше думаю, что это недвижимость.
Все-таки паж это то, что стоит на земле. Я думаю, что это не автомобиль. Это закладка хорошего финансового будущего. Может быть, у кого-то здесь и семейный бизнес. Но здесь по пажу, может быть, вы взвешиваете, что вам не хватает. По пажу это может прийти от кого-то помощь. Может быть, от семьи. Ну, или вы кредит возьмете. Но это вот вкладываться в будущее своего дома. Я думаю, что здесь что-то связано с недвижимостью. Скорее всего, вы этот вопрос решите. Тут или вы сами, ваша активность поможет вам найти подходящее, или здесь какой-то специалист вам поможет. Да. Да, еще у кого-то здесь может быть поездка на заработки. Это уехать с целью заработать. Вот здесь вот корабли, море, может быть, это соседний город, но вам придется какую-то водную гладь пересечь. Или, может быть, это другая страна. Тройка может говорить о получении работы. Вот вы проявляли активность, договаривались, разговаривали, искали. Это или выиграть тендер, или получить предложение, приглашение. Тогда башня говорит, это нужно переезжать. Но башня еще может говорить о каких-то государственных делах. Да, пятерка может говорить, что придется переезжать. Ну, это для кого-то. То есть вот дорога — это предложение новое о работе, и вам придется уезжать. Ну, как вариант. Хорошо. Давайте посмотрим. Ну, у нас тут чувства, эмоции, отношения. Девятка кубков. Если вы в поиске, карта говорит, вы на пороге новой любви. Вы будете очень хорошо проводить время. Это наслаждаться любовью. Это когда нам даже не хочется расставаться. Для тех, кто уже состоит в отношениях, здесь реализация какой-то вашей мечты. Для кого-то, может быть, это беременность. Также это может быть вот исполнение мечты, может быть, вы наконец-то обретаете свой собственный дом и начинаете его украшать, да, радоваться тому, что наконец-то вот я могу переехать в новый дом. Да, это мой дом или там или квартира. То есть я ни от кого не зависим. У кого-то, может быть, решается вопрос с переездом, может быть, вы все вместе уезжаете. Я не знаю, стоит ли девятку уточнять. В любом случае, тут исполнение желания, наполненность и счастье. Человек доволен всем, что у него есть. Это именно эмоциональное удовольствие. Вот работа у нас, да, давайте мы уточним. Работа, семерка мечей. Я хочу ее сразу уточнить, но у кого-то здесь может быть уход с одной работы и на другую. Может быть еще даже уход с работы на кого-то, потому что по семерке это может быть был обман или коллектив какой-то не очень. Начальство вас там, может быть, обманывало. Вот по башне, может быть, вы то ли вы начинаете что-то свое, маг, как правило, это индивидуалист, да, это работает человек на себя. Или вы вот с кем-то вот собираетесь какой-то проект вместе с надежными людьми, может быть, это друзья, может быть, это родственники. Но также кто-то здесь уходит с одной работы. По семерке, может быть, вы скрывали или вас не отпускают, например. Это вот куда-то уехать. Ну, давайте мы уточним. Еще семерка может говорить: хочешь жить, умей вертеться. Продумывай стратегию, ищи пути, чтобы бизнес развивался или чтобы получить какую-то работу. Король мечей, королева пентаклей. Даже не знаю, что сказать. Ну, не ваша масть, это точно. Вот у нас тут паж, рыцарь, королева. Получение документов и переезд куда-то. Но очень много сил было затрачено. И, может быть, еще карта говорит, какими-то нестандартными путями вы получаете разрешение, чтобы уехать в какую-то благополучную страну, где вы хорошо заработаете. Тут как бы женщину показывают. Вот рука, которая дает вам шанс.
Мы тут смотрели, тут, может быть, я говорю, вы работаете по семерке, но я уже не буду повторяться, это уход с работы, потому что вы полностью, ну или закрытие бизнеса. По пятерке это какие-то ошибки или чьи-то козни привели к тому, что вот вы или потеряли эту работу, или разочаровались, или сами ушли. Но здесь вот что-то, какая-то активность ваша приведет к тому, что вы одержите победу. Я говорю, для кого-то здесь вот два туза, да, это именно уехать куда-то. А для кого-то это может быть шанс начать семейный бизнес, свой бизнес или получить хорошую работу. Да. Но здесь вот помощь каких-то людей. Вот как я говорила, здесь чья-то помощь. Королева Пентаклей могут показывать женщину, которая занимается финансами, недвижимостью. Что у вас здесь? Может быть, это чья-то мама, которая посодействует. Ну, а финансы, если вы покупаете недвижимость, это вкладываться в новую недвижимость. Да, это или ремонт, или строительство, обустройство дома. Также это, если вы получаете новую работу, это начало нового карьерного пути, новой работы. Но, может быть, здесь еще карта говорит, вам придется оттачивать мастерство. И по мере того, как вы будете становиться специалистом, будет расти и ваша финансовая составляющая. Но здесь хорошие перспективы. Поездки, обучение, да, может быть, начало нового какого-то обучения, может быть, какой-то новый проект, в который вот вы вольетесь, да, может быть, еще вот как и деньги говорят, чему-то вам тут нужно будет обучаться. Ну, а у кого-то вот шанс куда-то уехать. Вот предложение поступает, и вы отправляетесь в дорогу. Ну, а в совет Солнца, будьте счастливы, радуйтесь, все проблемы и трудности у вас позади. Если была какая-то сложная ситуация, то карта говорит, что в этот вопрос вносится ясность. То есть это может быть получение каких-то приятных новостей, чего-то вы очень хорошего добьетесь в ноябре. Хорошо, давайте мы еще сюрприз, неожиданность посмотрим, что нам скажет Кипер. Сюрприз, неожиданность, ноябрь для стрельцов. Вот какой-то вопрос был, то ли вот у нас эта семерка лежала, я думаю, что это может быть по работе что-то, то ли вас кто-то обманывал, то ли вот какие-то за спиной, говорю, скрытые были враги у вас, и это вас очень сильно озадачивало. Но здесь для кого-то вот переезд, то ли переезд для просто места жительства вы меняете, или здесь дистанс горизонт, это переезд куда-то далеко. Это может быть другой город, другая страна. Но вот эти люди, они остаются как-то, какие-то судебные дела. Так, смотрите, если вы покупаете что-то, недвижимость или продаете что-то, если вы куда-то уезжаете, вот здесь вот карта вас предупреждает, будьте аккуратней. Все-таки фальшивая персона – это человек, который действует скрытно. Нет, у вас здесь все нормально. Я думаю, что вот этот вопрос напрягал вас какой-то, может быть, в работе, в бизнесе. Или если я не видела карты суда у вас там. Может быть, был какой-то вопрос по наследству. Тут вам опять кто-то помогает. Вот мы видели, что помощь вам будет по поводу дома и по поводу переезда. Еще это может быть предложение о работе, но далеко. Тут еще, знаете, вот там, где вы находились, кругом одна ложь. Какие-то вот дурацкие законы. Все это вас очень сильно напрягало. Не хотели вы с этим мириться, поэтому вы решаете вопрос, ну, куда-то уехать.
Но все-таки, да, вот на эту карту обратите внимание. Так, хорошо. Совет для стрельцов, ноябрь. Что нам скажет веканский оракул для вас? Так, колесница, она у нас перевернулась сейчас. Кто-то рядом с вами приходит в ужас от ваших идей и пытается принять управление ситуацией на себя. Не позволяйте, чтобы эта сложная и энергетически насыщенная ситуация сломала вас. Так, еще совет у нас оракул королева Луны, стрельцы, ноябрь. Creation — это творчество, это креатив. Карта говорит, вы можете сейчас создать свою собственную судьбу. Но будьте трудолюбивы, каждое существо на Земле творит. И сейчас для вас пришло время тоже создать что-то. Но экономьте деньги и время, сделайте накопление. Хорошо. Сейчас у нас будет расклад на Таро Акаши для стрельцов, ноябрь. Давайте получим информацию от хранителей хроник Акаши. Хроники Акаши — это хроники нашей судьбы. Что они нам сообщат на ноябрь? Ну, делайте ссылку на то, что это общий расклад. Но какие-то подсказки вы здесь получить можете. Иногда мы смотрим и думаем, да это вообще не про меня. Но мы же не знаем, что у нас записано в наших свитках Акаши, в нашей судьбе. Наша жизнь за один день может поменяться коренным образом. Стрельцы, ноябрь. Информация из ваших хроник Акаши. С какой энергией вы войдете в ноябрь из октября? Что вас ждет в ноябре? Первая декада. Вторая декада. Третья декада. И энергии, с которой вы выходите из ноября в декабрь. Первая карта — это энергия, с которой вы входите в ноябрь из октября. Здесь у нас ложится восьмерка ключей. Карта называется The Master Artisan. Это у нас мастер-ремесленник. Мы видим, что она у вас прямая. Мы видим, что большая мастерская. Сидят ученики. И стоит их наставник, преподаватель. Из рук этого мастера в руки ученика сыпятся драгоценные камни. То есть карта говорит, что вы делитесь своими талантами, дарованиями с другими людьми, внося свой вклад в человечество. Карта говорит, не стесняйтесь, не сдерживайте себя в том, чем вы хотите поделиться с другими людьми. Может быть, сделать какие-то взносы, пожертвования. Может быть, вы хотите учить, тренировать своим навыкам других людей. Может быть, хотите публично демонстрировать, показывать свои дарования, таланты. Но даже если ваши способности заключаются в любви и сострадании, то также не стесняйтесь поделиться ими с другими людьми. А сейчас у вас период времени, когда вы можете выстроить вашу репутацию и воспользоваться возможностями, которые приходят в вашу жизнь. Поэтому действуйте, показывайте себя, позвольте себе сиять. У вас есть очень много того, что вы можете привнести в этот мир. Первая декада ноября. Здесь у вас ложится 11-й старший аркан. Карта называется Ковчег Завета. Ковчег Завета. Мы видим бедуины, сидят около костра и охраняют. В палатке стоит Ковчег Завета. Но карта у вас легла перевернутая, и она может показывать на разорванный контракт,
или неудачный юридический перевод. Будьте осторожны с людьми, которые занимаются вашими финансами, вложениями или другими вещами, ценными для вас. Люди могут быть небрежными с документами, может быть, даже без желания вас обмануть. Напоминаю вам карту «Фальшивая персона». То есть, может быть, реально не хотели вас обмануть, но вот что-то такое произойдет. Поэтому, если что-то будете подписывать или покупать, продавать, то вот карты вас предупредили. Но также по этой карте идет ссылка на вашу карму. Она говорит, что когда вот этот ковчег ложится в перевернутом положении, то у вас сейчас разорван контракт с вашим высшим я. Может быть, вы избегали проработку вашей кармы или отложили вашу высшую цель в сторону. Может быть, вы были слишком заняты или для вас это показалось слишком трудным. Или же вы сознательно руководствовались своими страхами, эмоциональными потребностями, а не тем, что лучше для вас. Вот сейчас для вас пришло время обновить ваше соглашение, вот этот завет, не только словом, но и делом, потому что ваша жизнь просто не будет двигаться дальше, если вы этого не сделаете. Вторая декада ноября. Здесь у нас ложится король роз, но карта перевернутая. Вообще король роз в этой колоде — это король любви. Когда эта карта переворачивается, она может показывать на возможный разрыв отношений с мужчиной, будь то это друг, член семьи, или это любовные отношения. И здесь могут летать искры. А карта говорит, что хотя вот этот эмоциональный переворот может для вас показаться ошеломляющим, не позволяйте себе отчаиваться. Потому что с каждым завершением приходит потенциал для новых начинаний. Возможно, это вообще упоминание о старой любви, от которой вы так и не смогли освободиться. Если это так, то для вас пришло время наконец-то отпустить вот эту старую привязанность и открыть свою жизнь новому и лучшему, который приходит в вашу жизнь. Но если эта карта показывает вас, то она может указывать, что ваша роль мужа или отца значительно уменьшается, будь то это из-за вашего желания или так сложились обстоятельства. Но все-таки у нас это король любви. Здесь карта может говорить, что, может быть, у вас есть глубокий паттерн самоотрицания. И если это так, то пришло время создать действительно заботливые отношения с самим собой. Неважно, какие у вас установки, но у вас есть сила, чтобы успокоить свое сердце, посмотреть на вещи ясно и контролировать свое восприятие себя и своей жизни. Ваш союз с самим собой для вас очень важен. И зависит он только от вас. Третья декада ноября. Здесь у вас тройка силы. Карта называется The Bird's Nest. Она прямая. Мы видим, что птичка свела гнездо, вывела потомство и кормит своих птенчиков. Прямая карта может указывать, что у вас сейчас появляется сила для творчества и расширения. Также она дает вам сигнал сосредоточиться на запуске новых вещей или на расширении. Это может быть расширение вашего бизнеса, ваших друзей или расширение вашей семьи. Но для этого вам нужно приложить некоторые усилия. То есть вот это гнездо должно быть построено, и вы должны быть открыты для дополнений, которые идут к вам. К ожидаемым детям, к обновлению вашего дома, может быть, ремонт, постройка. Или, может быть, вы будете нанимать новых сотрудников, открывать новые точки бизнеса, новые места для реализации. Что бы это ни было, оно того стоит, потому что вот эти ваши расширения принесут вам большую радость. Но также по этой карте духовные расширения тоже могут иметь место, потому что никогда не поздно расширять сеть духовной семьи, друзей, наставников. Вознаграждения такого рода расширений, они безграничны. И энергии, с которой вы выходите из ноября,
в декабрь. Здесь у вас ложится четверка роз. Карта называется Views of the Ego. Это взгляд на эго. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что перед зеркалом стоят 3 человека, а отражается только один. И причем это отражение вот на этих людей смотрит с каким-то превосходством. Карта говорит, что, очевидно, есть, ну так как она перевернутая, был в вашей жизни эгоистичный человек, который строил планы только с точки зрения того, как они влияют на него или на нее. Это может происходить в любви, в дружбе, в семье, в бизнес-отношениях. Возможно, вы очень долго и много отдавали этому человеку, ничего не получая взамен. Вы терпели это пренебрежение, потому что продолжали надеяться, что все станет лучше, что, может быть, этот человек изменится, или, может быть, вы боялись разрыва. Но когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что ваша терпимость к поведению корыстного человека подошла к концу. И вы поняли, что из-за того, что вы себя мало ценили, уважали, вы притянули в свою жизнь такого человека, который вообще не способен давать. Вот сейчас, наконец-то, вы готовы давать уже себе. Теперь вы больше осознаете свои приоритеты, и вы сейчас готовы принять меры, которые вознаградят уже вас. То есть карта говорит, что вы больше не желаете, чтобы вами пренебрегали, унижали. Да, сначала вы можете немного засомневаться, может быть, этот человек реально вам дорог. Но вам говорят, будьте сильны и предпримите шаги, чтобы оставить этого человека позади себя. Поймите, полюбите себя, почувствуйте себя наполненным любовью, силой, которые неисчерпаемы. И только когда вы отнесетесь к себе лучше, вы заявите Вселенной, что вы достойны лучшего. Ну, а этот человек вряд ли когда-либо изменится. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.